Всем привет-привет! Будем вязать мы сегодня сумочку, которую называют еще и макарон, сумка-макарон. Вязать буду я с вот такой пряжи, такого цвета. Она у меня тоненькая, попробую я с нее связать, посмотрю, получится или нет, и потом в конце видео скажу, стоит ли вязать или лучше брать потолще все-таки. Вот, что мне для этого понадобится: крючок номер 6. Вот таких вот 2 колечка. Карабина у меня, к сожалению, нет. У меня кольца цельные. Замок, молния. Можно и другой замок взять. И вот такая вот цепочка для ручки. Вот и все, что мне понадобится. Ну, соответственно, иголка для сшивания. Нам без нее никак. Вот. И все. Там можно еще, и если вы захотите подклад делать под цвет вашей пряжи, ткань и сделать подклад. Ну, а так мы приступаем. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Затягиваем хорошо. И теперь будем вязать на прибавки в каждый столбик. Будем вязать узором галочки. То есть не под 2 петелечки вот эти, а между столбиками. Находим наш столбик и вводим крючок между столбиком, сквозь столбик. И выходим сзади тоже между ножками столбика. Вытянула. Чуть затянем. Находим дальше следующий столбик и между ножками этого столбика вводим крючок, чтобы он вышел у нас сзади точно так же между ножками. И так делаем прибавки в каждый столбик до конца ряда. Так, провязали второй ряд. Дальше третий ряд. Ставим маркер и вяжем столбик, прибавка. Не забываем, что мы вяжем узором галочка между ножками столбика. Прокалываем наш крючок. Столбик. Прибавка. И вяжем так до конца ряда. Провязали мы третий ряд, четвертый ряд и последующие ряды мы будем вязать по принципу идеального круга. То есть мы прибавки будем делать наши не над прибавками, а в следующий столбик после прибавки в предыдущем ряду. Итак,
Закончили мы третий ряд прибавкой. Значит, у меня следующий столбик должна быть прибавка. Поэтому я начинаю с прибавки. Дальше. Вот они мои прибавки. Я их провязываю. И в следующий столбик после прибавок делаю прибавку. Дальше. Опять у меня будут мои прибавки. Провязываю их. Прибавку эту в предыдущем ряду. И делаю прибавку в следующий столбик. И так вяжем до конца ряда. У нас тут получается прибавки через 2 столбика. Но только прибавки у нас после прибавок в предыдущем ряду в следующий столбик. Провязала я 4-й ряд, 2 столбика прибавка. Дальше у нас будет 3 столбика прибавка. И мы смотрим, что вот у нас следующий ряд начинается. У нас в предыдущем ряду была прибавка. Значит, мне надо прибавку сделать в следующий столбик. Поэтому я провязываю эти прибавки и в этот столбик делаю прибавку. Это, конечно, немножко сложно. Этот узор вяжется, но благодаря этому узору наша сумочка и держит форму. Так, провязали мы прибавки, и после них следующий столбик после прибавки делаем прибавку. Дальше провязываем 3 столбика. И как раз у нас получается после прибавки будет прибавка. И вяжем так по кругу до конца ряда, делая прибавку после прибавки предыдущего ряда. И у нас так смещаются просто наши прибавки. Была прибавка здесь, в следующем ряду она здесь, и так они просто смещаются. И благодаря этому у нас получается, как видите, такой более идеальный круг, нежели если бы мы вязали прибавки над прибавками, как обычно. То у нас края были бы здесь более такие заостренные, там где прибавки. А так как нам надо круглые, поэтому мы вяжем именно так. И теперь смотрите, делаем так прибавки по кругу, вяжем столько прибавок, увеличиваем наш круг до такого размера, какой бы вы хотели видеть, например, свою сумочку эту. Можно ее померить, ну, к примеру, у вас там телефон, размер телефона, да, чтобы в сумочку вместился телефон, вот такого размера где-то и делаете круг, чтобы спокойненько можно было положить телефон. И встретимся там, когда мы довяжем размер. Просто не забывайте, что делать надо прибавки каждый раз смещаем после прибавок. Провязала я круг, тот, который по размеру меня устраивает, размер сумочки. Я приложила сюда телефон, ну, чтобы его можно было в сумочку ложить.
и он поместился. Ну, телефоны бывают разные, поэтому я под свой телефон. И размер у меня круга получился 21 сантиметр. Теперь мы будем вязать столбиками без накида, без прибавок и убавок, 2 ряда. Также будем делать узор галочка и провяжем так 2 ряда. Потом я вам покажу, как я, вот сейчас, тут может быть видно немножко, как я соединяю 2 кончика. Когда нитка заканчивается, бывает у нас там они либо привязаны, либо пришиты немножечко. Вот я их соединяю по-другому. Вот. Итак, провязываем 2 ряда. Провязала я 2 ряда без изменений. Теперь будем вязать столбики соединительные для того, чтобы укрепить наш край. Что мы делаем? Мы просто вводим под обе долечки петли и делаем соединительный столбик. Ну, обычный соединительный столбик. Вводим крючок, захватываем рабочую нить и протягиваем. Вот так вот. И так провязываем до конца ряда. Вот провязала я до конца ряда. Теперь мне надо закончить аккуратно ряд. Отрезаем нить, вытягиваем хвостик и будем делать дополнительную косичку. Продеваем под петельки, под 2, протягиваем. Теперь беремся за перегородочку, и выходим вот сюда, откуда у нас идет петля, простите, откуда идет ниточка, да, наша, вот это вот кончик, и туда же вводим обратно, и получается у нас дополнительная, получилась еще одна цепочка косички. Так мы закончили аккуратно ряд. Эту ниточку мы спрячем здесь аккуратно сразу, чтобы не было уже видно, потому что потом, когда будем мы соединять наши 2 половиночки, ее будет неудобно уже нам прятать. Прячем сразу. И делаем вторую же такой круг. Вот, точно так же, но нить не обрезаем, потому что мы будем их сшивать вместе. Итак, закончила я вторую половинку. Теперь что мы делаем? Мы должны нашу ниточку перевести вот сюда. Вот у нас вот эта вот цепочка, она как окантовочка будет, вот эти соединительные наши столбики. А наши главные столбики, они вот они. И мне надо перевести вот сюда вот эту вот петелечку. Поэтому я беру, пропускаю крючок вот сюда. Так, сейчас, одну минуточку. Вот я продела. Пропускаю крючок сюда и соединительный столбик делаю.
Вот, и теперь мы будем обрезать. Теперь уже можно обрезать нить. Обрезаем столько, сколько нам понадобится для сшивания. Потому что будем мы сшивать иголкой за вот эти вот столбики. Сейчас я примерно смотрю, сколько мне надо будет. Ну, вот столько где-то сантиметров 60, может быть 70. Уже запасом я отрежу. Так вот, теперь берем нашу вторую половиночку. Мы их будем здесь аккуратно сшивать. Здесь вытягиваем ниточку. Так вот стягиваем. Надеваем иголочку. У меня эти иголочки, конечно, гнутся, ломаются. Сшивать мы будем где-то, наверное, вот так вот. От этого края до этого. Ну, примерно середина нашего круга. Вот у нас будет начало и конец сшивания. Мы сшивать будем вот так вот по низу. И здесь закончим. Сразу, если вы будете делать ручки, где будут присутствовать кольца, не съемные, а цельные, такие вот, да, нету тут съема, то их надо будет сразу, и когда будем пришивать, их надо будет сразу пришить по краям, где у нас будут держаться потом будет наша ручка. Сразу мы их пришиваем. Если же у вас кольца карабиновые, да, как карабин, то мы сделать можно будет здесь крючок. Даже и не крючок мы будем делать, а если карабин, то мы просто карабин зацепим за петельки. У меня просто нет карабина, я бы вам показала, как можно сделать карабином. У меня цельные кольца, не нашла я карабин. Вот. Вот я покажу пока с цельными кольцами, как можно их присоединять, пришивать. Итак, как мы сшиваем? Я пропустила отсюда нить вот сквозь столбик. Вот у нас цепочка с соединительными столбиками, а здесь у нас столбики с цепочкой столбиков без накида. Вот я пропустила сюда. Теперь я продеваю так кольцо. Затем я цепляюсь за... Вот у меня, видите, да, откуда идет. Цепляюсь я за вот столбик сюда. Чтобы получилась вот такая вот петля. Чтобы у меня не вот так получилось колечко, оно лежало именно вдоль сумки. Потом беру другой край. Хватаюсь за столбик, за верхушку столбика, продеваю вот так,
Потом продеваю сквозь это колечко. И продеваю сквозь следующий столбик. Вот так. Вот, и у нас колечко получилось, держится за 2 петли. Теперь дальше мы будем начинать сшивать. Это мы хорошенечко затянем. Так вот. Вот, как мы будем сшивать. Будем сшивать так, чтобы у нас получились такие вот полосочки, чтобы было аккуратно, вид был аккуратный сшивание. Продеваем обратно в этот же столбик, откуда мы вышли в начале. И вот так вот его прошьем сюда же. Но выйдем в следующий. Сейчас я пропущу через первый. Вот так вот. Вот получилась вот такая вот петля. Выйдем через следующий столбик. Вот. Вышли, стянули. Продеваем параллельно следующему столбику. Вот так вот. Выходим через следующий. Так, и у нас получится такая вот шнуровка такая вот. Каждый столбик мы так вот прошнуруем. Не забываем, что мы вводим иголочку в наши столбики, вот, а не в косички, именно в столбики. Вот так вот провязываем, прошиваем, вернее, сумочку. Вот. Так вот параллельно где-то середины до сюда. До сюда я прошью и встречусь с вами. Итак, я провязала половину, соединила. Беру второе колечко, также продеваю. И продеваю пока не так, а сюда в следующую рядом, чтобы у меня получилась петля параллельно. Чтобы колечко мое стояло именно так. Вот. Придеваю через один столбик. Потом через кольцо. Пропустила я, вернее, после вот этого прошитого столбика пропустила один, чтобы в него вернуться. Сейчас мне вот так. Вот. Теперь я провяжу недовязанный столбик. Вот так. Все, я провязала. Теперь я буду прятать ниточку. И дальше мы встретимся с вами, когда я сошью подклад. Итак, я закончила сшивать бок и решила цепочку украсить немножко. Вот так вот продела по цепочке нитку эту. Так, более симпатичнее получилось. Дальше я шила такую простенькую подклад, простенький. Просто
круг вырезала, 2 круга, сшила их вместе и пришила молнию. Теперь я буду просто, я вложу ее туда и буду пришивать руками, обычной ниткой, иголкой. Сейчас я ее втяну. Так, я буду пришивать иголкой за вот эти вот долечки, цепочку за вот эту вот, которая ближе к замку. Буду я продевать так вот снизу. И вот так вот буду отводить вот эту вот цепочку, да, и чтобы не было видно этой ниточки, она будет прятаться. Буду пришивать так вот аккуратненько, не спеша, маленькими шажочками. Вот так. Как обычно пришивает замки, кто вручную пришивал замки. Я думаю, с этим справится. Итак, мы пришьем с 2 сторон, обошьем и встретимся. Сейчас покажу еще раз, как я это делаю. Я протыкаю вот сквозь вот эти вот долечки, так, чтобы не зацепить лицевую часть, чтобы ниточка, когда я так вот провяжу, стараюсь не зацепить, а под нее брать и выйти вот сюда. Когда я так вот затяну, и она спряталась туда, в цепочку, ее не будет видно. Вот. И так потихонечку, аккуратно мы пришиваем подклад. Вот так вот получится. Показываю, как соединять 2 ниточки, когда у нас заканчивается и надо дальше вязать. Что мы делаем? Мы раскручиваем, берем двухсторонний скотч. Двухсторонний скотч. И приклеиваем на край. Может быть, вы видели уже такое соединение, но я покажу тоже еще раз. Вот. Отрезаем. Дальше берем вторую половинку, раскручиваем тоже, убираем бумажку. Так, сейчас. Вот. Убираем бумагу. И берем также вторую половинку и ложим так, чтобы они были. Вот. Ложим лицевой стороной на скотч, краешек. Тут у меня получился один край шире ниточки, другой поуже, но ничего.
Главное показать принцип. Так вот мы приклеиваем краешек. Вот так. И потом скручиваем, стягиваем. Так вот обратно. Серединку, как было. Натягиваем. И у нас будет такое соединение. У меня просто здесь одна. Вот это чуть толще, здесь чуть тоньше. Взяла два кончика разных немножко. Ну, в общем, принцип такой. И это все спрячется и не будет видно, и не надо будет завязывать, делать какие-то там узелки, пришивать друг к дружке. Просто склеили двухсторонним скотчем и все. И держится. Вот такой вот способ. Пришила я этот подклад. Вот. Я немножечко еще обращу внимание ваше, я чуть выше еще, я где-то здесь заканчивала. И когда я сумочку вот так вот за ручки приподняла, она у меня получилась, как бы перекручивалась так, потому что когда сделала четко вот посередине вот эти вот ручки, да, вот друг напротив друга, она получилась у меня, болталась так. И я ее немножечко выше еще приподняла. И вот где-то не напротив, вот середина, да, вот, а выше середины я их друг напротив друга. Где-то раз, два, три. Вот третий ряд от середины. И вот друг напротив друга я их привязала. Вот, что еще хочу сказать по поводу такой сумочки. Можно будет, конечно, сделать вот такую вот кисточку. У меня просто нет такого цвета и поменьше карабинчик надо. Можно ее где-нибудь вот так вот сбоку прицепить, либо прицепить за вот сюда, за этот кружочек где-то здесь. Вот, по поводу ниток. Еще раз хочу отметить, что все-таки такая сумочка, она держит форму и более такая вот плотная. И она вот так вот не будет, ну, корябиться, да, вот когда будем ее застегивать. Ну, здесь тоже вроде бы так, ничего. Но она, вот видите, чуть прижму я ее, она и мнется. Вот. И такую сумочку лучше делать из толстой. Из более толстой, нежели с которой делала я. Вот. Она вроде бы похожа, да, но она тоненькая. Она, из-за того, что она широкая, вот при скрученном виде она кажется толстой, но она сама по себе ткань тоненькая. Ткань тоненькая. А здесь толстая ткань, сама по себе толстая ткань. Еще и она широкая. Соответственно, и сумка будет из такой пряжи более плотно держать форму. Даже и вот так вот, если надавишь на нее, она не будет прижиматься. Я думаю, что мы свяжем еще такую сумочку из другой пряжи и сравним. Потолще пряжу возьму, свяжу и сравним. Вот. А так сумочка готова. Вот я продела цепочку, ниточку. Вот. Спасибо, что вязали вместе со мной.